Всем привет, меня зовут Никита Покрышкин. Эта серия видео посвящена тренировкам, а значит нужна небольшая справка. Я четырехкратный чемпион Калининграда по бодибилдингу, чемпион России, абсолютный чемпион Литвы и чемпион NPC турнира в Техасе. Окончил БФУ имени Канта по направлению физическая культура и спорт и помогая людям прогрессировать как внешне, так и внутренне вот уже более 13 лет. Я жил в США, где осуществил свою цель выйти на Олимпии в Вегасе, после чего окончательно понял, что моя генетика не даст мне стать крутым профессионалом и решил повесить плавки на гвоздь. Сам тренируюсь уже более 17 лет и за это время обменивался опытом со спортсменами из многих стран и даже тренировал профессиональных спортсменов. Помимо всего я выиграл чемпионат Калининграда по жиму лежа, собственно мои максимальные силовые: жим лежа 180, присед 220 и становая 250 кг при собственном весе 87 кг. После армии я почти вернул форму на кето, которую держу и сейчас, пропагандируя здоровый спорт без фармакологии. В настоящее время мы с семьей живем в Аргентине и много путешествуем, о чем также делаем ролики на этом канале. Какую цель в тренировках я поставлю себе теперь и как мы ее будем достигать, это и будет в этих видео, где каждый сможет подчеркнуть для себя что-то полезное. Итак, погнали! Сегодня у нас на обед самый классический прием пищи для всех качков – это куриное филе. Я покажу свой самый быстрый и простой способ его приготовления, который нам лично нравится больше остальных. Вообще куриное филе – это отличный источник белка, поэтому качки его так уважают. Но на кето-диете мы, как правило, выбираем мясо насыщенное больше полезными жирами. Но куриное филе иногда тоже отлично подойдет, тем более, что можно дополнить его приемом из салата с оливковым маслом. Ну, в принципе, получится, что вы наполните свой рацион, кето-рацион, полезными жирами. Рецепт максимально легкий. Берете куриное филе и просто его нарезаете как попало, вот такими небольшими кусочками тонкими, разными размерами произвольно. Собственно, они будут очень быстро обжариваться на сковородке. И получится мясо сочное, не сухое, в отличие от других рецептов, когда вы делаете там в духовке, еще где-то чуть передержали, не додержали, и уже мясо не такое вкусное получается. Здесь его испортить практически невозможно. Плюс, если вы, например, торопитесь, да, вот так вот быстренько его просто нарезал, посолил, поперчил на сковородку, с двух сторон обжарил, и все, и готово. Вообще, я ем куриное филе довольно редко, потому что отдаю предпочтение другому мясу. Какому, блядь, другому? Мясу. Какому ты, блядь, предпочтение вообще отдаешь, блядь? Если жена готовит, то и ешь. Спасибо. Вообще я куриное филе ем довольно редко, потому что мне жена его не готовит. Так что ли? Потому больше. что тебе надоело за там годы соревнований. Ну и ко всему прочему, здесь цена на куриное филе в Аргентине примерно 800 рублей сейчас за 1 килограмм. Ну то есть чаще все равно даешь предпочтение говядине. Дальше все максимально просто. Солим и перчим. Ну, кому что нравится, можно еще какие-то приправы использовать, но Кристина, как правило, не любит приправы, а мне, в общем-то, все равно, поэтому мы только солим и перчим с двух сторон. Ну вот, как бы перец, видимо, кончился, поэтому сегодня только солим. Жарим на сливочном масле, обычном, 82,5%. Многие боятся на диете жарить, думают, что это вредно. Но на самом деле в этом нет ничего плохого, если вы правильно выбираете масло, на котором будете жарить. Во-первых, обязательно выкиньте подсолнечное масло, оно очень вредное, насыщено трансжирами. Вернее, трансжиры, естественно, образуются при жарке, то есть на нем жарить нельзя вообще ничего. Выбирайте более жирное мясо, топленое, масло ки отлично подойдет, кокосовое масло, например. Ну, мы жарим просто на сливочном, потому что это более такой дешевый, сбалансированный, скажем так, вариант. И у него, в общем-то, тоже высокая точка кипления, поэтому оно подходит. Ну и как бы просто вот выкладываем. Ну, на каждой стороне хватает, наверное, минуты-две, чтобы обжарить. В комментариях под одним из моих самых первых роликов про кето-готовку, «Утро кето-бодибилдера» называется. В общем, один человек под тем роликом написал, что якобы я живу в тепличных условиях, хожу такой, качаюсь, днем в обед могу сам себе просто дома готовить, да, обед, ходить в зал после этого, как бы все так круто, хорошо, жизни ты не видел, люди вынуждены носить с собой еду, ту, которую там могут, на которую у них деньги хватает, работать на заводах и так далее. Но, ребят, я, во-первых, не родился как бы в таких вот, да, как бы условиях. Точно так же вырос в маленькой деревушке в области, в Калининградской. На огороде работал с самого детства, на стройке работал, дворником работал еще, когда учился в школе, чтобы заработать себе на спортивное питание и на соревнования. Вот, поэтому вы сами определяете свою судьбу. Можно всю жизнь жаловаться и говорить, что кто-то живет лучше, а можно что-то ради этого делать, пытаться, да, создавать себе тепличные условия в вашей жизни, чтобы вы также могли с комфортом для вас жить.
Факт в том, что вы – это то, что вы едите. Еда – это ресурс. Соответственно, если вы нормально не кушаете, то вашим гормонам попросту не из чего строиться. Да, как бы нейромедиаторы, энергия не будет образовываться, там гормоны нормально не работают. И в итоге вы себя плохо чувствуете, там сидите на одном месте, жалуетесь на жизнь, у вас нет энергии, по утрам встать сложно, о каком мы спорте говорим. Но если вы нормально начнете кушать, себя насыщать, да, правильным количеством белков, жиров, углеводов, нутриентов, то в вашей жизни все буквально наладится. Разум прояснеет, там больше будет сил, энергии, на тренировки вы найдете время, чтобы ходить, захотите там обучаться, повышение по работе получать, может быть переезжать и так далее. Вот, все вот с этих вот маленьких кирпичиков начинается. В общем-то, вот так выглядит готовое куриное филе. С одной стороны, немножко даже так покоричневело, но будет вкусное и сочное. И приятного аппетита! И на десерт у нас сырники из рикотты, кокосовой муки, яйца, еще сахарозаменитель для сладости, конечно. Вот это вот идеал и ожидание обычно, а вот это вот реальность. То, как они чаще всего получаются из-за сухой рикотты. Если брать творог пожирнее, такой пастообразный больше, то будет, конечно же, вот так. Тебе нравятся сырники? Добрыня лег спать, поэтому я шепотом. Сегодня выходной от работы день, я недавно ел, поэтому протеин не нужен. Но я все равно готовлю предтренировочный коктейль, в который входят аминокислоты глютамин, БЦА и L-карнитин. А также пью предтренировочный комплекс с бета-аланином, креатином и аргинином. Вообще я очень долго думал, на какую тему начать снимать ролики по поводу тренировок, потому что я немножко устал монтировать уже ролики просто по Аргентине. Хочется немного такого лайв-контента, контента из тренировок. То, что мне ближе, то, что мне, в общем-то, нравится чуть больше. Но хотелось подготовиться либо на соревнования по бодибилдингу, либо я потом подумал, так как бодибилдинг сейчас, не хочется снова влезать во всю эту историю. Подустал я от нее за годы выступлений, тренировок. Сейчас все-таки другие уже приоритеты, планы, цели, семья, дети, работа и так далее. Подумал, может быть, невзначай выступить по пауэрлифтингу, подготовиться. Но для этого тоже надо выстраивать режим, надо поднимать тестостерон. Подумал, может быть, сначала снять ролики по тому, как я восстанавливаю тестостерон в естественных условиях, без фармы. Я уже это делал, и, в общем-то, тогда все получилось хорошо, но только я не заснял этого, поэтому нужно бы весь этот контент отснять снова, проделать такой эксперимент. Потом подумал, а может быть и с тестостероном, но не на курсе просто, стероидов, фармакологии, а на ГЗТ попробовать поднять свой тестостерон, и поэтому снимать ролики сначала. Во всех этих раздумьях я провел уже, наверное, последние месяцев 5. И так я ничего не начал снимать. Даже уже заказал с России пептиды. Чуть позже расскажу подробнее об этом, чтобы поднимать, опять же, тестостерон в естественных условиях и сделать какие-то новые результаты по тренировкам. Оля, puedes abrir la puerta, por favor? Gracias. В общем, пришел в свой второй дом. Сегодня сделаем просто тренировку ног, немножко поговорим о жизни, выстроим планы. И я сам еще не определился по поводу, чего мне снимать ролики о тренировках, питании. При этом все еще будут выходить у нас ролики о путешествиях по Аргентине, да и по всему миру, я думаю. Отснято очень много роликов на эту тему, я их постепенно монтирую. И также будут ролики выходить по жизни в Аргентине отдельно. Там целый сериал, много серий уже есть на канале, посмотрите. А это будет идти в параллели, постараюсь сильно здесь уже не монтировать, чтобы не тратить на это время, и чтобы просто делать для вас ролики чаще. Естественно, это контент немножко такой, чуть более профессиональный, постараюсь его разбавлять, сделать более интересным для всех, для тех, для кого там бодибилдинг тренировки не особо интересны. Да, возможно, зайдет не всем, но на канале есть много других роликов на другую тему. На самом деле, только на первый взгляд может показаться, что мы такие активные, но мы страдаем от таких же проблем, от которых страдают все люди, в том числе и с момента прихода ребенка в нашу жизнь. Точно так же у нас не хватает постоянно времени. У нас здесь, в принципе, нету няни на постоянной основе, нету бабушек, родственников. Мы вдвоем растим Добрыню, плюс вдвоем постоянно работаем. Кристина не брала декрет, не брала отпуск. Буквально, по-моему, на 1 неделю только после родов она брала перерыв, и все, и постоянно работала. Более того, всю беременность она работала на 2 работах.
И первые 3 или 4 месяца после рождения ребенка она тоже работала на 2 работах. Потом, естественно, с одной работы ушла, потому что уже ребенок первое время очень много спит, и проблем, хлопот с ним много не было. Он нам достался очень хороший ребенок, в том числе, как мы считаем, из-за подготовки нашей. Кристина занимается ведением подготовки беременности, знает все лайфхаки здоровья. И у нас очень спокойный малыш, который хорошо спит по ночам. До сих пор ему уже 1,4 скоро будет. Я тоже работаю, принимаю людей вот в этом зале, тренирую. У меня еще онлайн по всему миру люди. В Аргентине вечные экономические проблемы, которые вроде бы сейчас новый президент регулирует, но пока это на обычных гражданах не сильно заметно. То есть цены продолжают расти, деньги постоянно надо менять. В общем, куча стресса вокруг родительства. В принципе, нам дается легко, но тем не менее совсем легким оно никогда не бывает. Приходится жертвовать своим временем ради ребенка, естественно. Нам это, в общем-то, нравится, но это накладывает определенные сложности на свою рутину, на свою жизнь. И, собственно, поэтому я сегодня взял камеру и просто уже начал хотя бы что-то снимать. Пока просто тренировки, ну и, вероятнее всего, попробуем отследить, как вырастет мой тестостерон с более правильным режимом дня и пептидами. Заюзаем уже их. Перед тренировкой проверяю, что от меня осталось, и посмотрим, какой будет результат после. Начинаю тренировку ног со сгибания с задней поверхности бедра. Постепенно в стиле пирамиды добавляю по 10 килограммов на каждый подход. Прогревка ног началась. Горят. Не дышите. 75. Хватит на 12. Следующее упражнение. Сгибание голени лежа в тренажере. Здесь уже разминочные не нужны. Ставлю сразу 60 килограммов. Ну и может быть сейчас еще добавлю 2,5 килограмма. Делаю около 3 подходов. Иногда просто растягиваю стоя. Заднюю поверхность бедра в перерывах. А иногда, как сегодня, делаю суперсет. Ну, уже получится не суперсет, а такой отдых-пауза, потому что пока говорю и иду, я немного отдыхаю. Мертвую тягу, румынскую становую тягу на прямых ногах. Конечно же, я снимаю не все подходы. Сейчас будет крайний 3-й. И я покажу на примере, чем отличается тренинг эго от тренинг мышц. То есть я работаю сейчас 65 килограммов, но мне не составляет сильного труда поставить все 95. Плюс здесь 100, точнее, труд составляет, но я могу сделать. Парочку даже получилось, но это все фигня, потому что на таких весах проработать мышцы можно лучше. На больших весах я использую лямки, потому что такой вес придется тратить очень много сил на то, чтобы удержать его на пальцах. Лямки шиек американские, одни из самых удобных в мире, наверное. 100 килограммов. Чуть-чуть назад ударяемся. Как видите, я не использую пояс тяжелоатлетический, потому что мои мышцы разгибателя спины достаточно справляются с такой нагрузкой. Разгибание голени, сидя в тренажере. Разминочные веса начинаем с 55 килограммов и по 15 раз. Греем колени, закачиваем больше крови в квадрицепс. Перед основными упражнениями для мышц ног. В любом случае доходим до жжения. После этого проделываем еще хотя бы 3 раза. 65, 75, 85. В хорошие дни можно сделать еще 95. Бывает даже и 100. Но в последнее время, после того, как я сходил поиграть в футбол с местными, колени дали слабину. Все-таки 30 плюс уже ощущается. И теперь дохожу максимум до 85.
65. И это только разминка. Следующее упражнение – приседания, но в тренажере. Бережем пока спину. Разминочный вес, 4 блина с каждой стороны, ну примерно 160 килограмм. Пятый подход в планах не был, но четвертый не записался, поэтому пришлось сделать еще раз. Справедливости ради, бывают дни полегче. Сегодня только 240, но, по-моему, я уже закончился на разгибаниях ног. Можете сказать, что я делаю слишком много суперсетов. Но на самом деле все дело просто во времени. Времени мало, с детьми их еще меньше, но суперсеты позволяют существенно сократить тренировочное время, не затрагивая объем всех упражнений. Ну что же, похоже, в этот раз за одну тренировку снова не удалось накачаться. Придется опять попробовать в следующий раз. Реклам. Записывайтесь ко мне на онлайн-тренировки. Мои клиенты получают 100% результат. Помимо программы тренировок вы получите еще программу питания, разбор анализов и подбор БАДов. А если вы тоже живете в Буэнос-Айресе, то мы можем договориться о тренировках в Палермо. Даже здесь, в этом зале. Растяжку снимать не буду, все равно никому это не интересно. Фу, сейчас дойду до дома, благо я живу вот здесь буквально за углом, и сразу выпью протеин. Своим клиентам я рекомендую сразу брать протеиновый коктейль и пить после тренировки, ну либо там БЦА в зависимости от целей. Потому что время после тренировки, которое вы проведете переодеваясь, делая там заминку, кардио, потом пока вы дойдете до дома, пообщаетесь с женой, с семьей, пройдет много времени, вам за это время уже надо будет, ну как бы вы пропустите одно свое белково-углеводное окно, так называемое. Кстати, это отчасти миф, но не будем сейчас в это углубляться. И в целом лучше сразу после тренировки выпивать протеиновый коктейль прямо в раздевалке. Потом, пока вы дойдете до дома, вы уже, в принципе, проголодаетесь. Плюс-минус, я думаю, там час, учитывая все дела, пройдет. И вам надо будет уже снова покушать. Эти водители в Латинской Америке, это просто какая-то чума. Они готовы тебя сбить. Здесь никто не уступает. Смотрите, я иду, он прямо выезжает на пешеходный переход. Ну ладно, я тут еще приостановился. Бывают так, что не тормозят, но прямо перед тобой. Мне кажется, здесь больше шансов, что тебя собьют нафиг, чем то, что тебя ограбят. На обед сегодня оладьи из куриной печени. Кстати, в магазинах куриной печень здесь сложно найти, но можно заказать с сайта Пиаф. Любое мясо привезут, также куриная печень. Стоит 2000 песо килограмм. Немножко макарошков, но это с приходом ребенка и жизни в Аргентине. Но это макароны из амаранты, ну, в общем-то, полезные. Пойдет. Ну и зеленое яблочко на десерт, так как я люблю именно зеленые яблоки. Опять же, даже в пропорции кето-диеты можно умещать углеводы. Но если это такие полезные, рис, полба, крупы, амарант, то вообще почему бы и нет. Вообще можете сказать, что вы не любите печень, как ее можно есть,
но это как бы тоже моя не самая любимая еда, но, знаете, у всех есть свои обязанности. Не всем же из вас нравится работать, ну или даже если вам нравится ваша работа, то вы бы наверняка, если вам предложили работать или не работать при одинаковом доходе, вы бы наверняка выбрали не работать, да, получать деньги, но не работать. Но есть такая обязанность, работать надо. Также и здесь. Печень вам может не нравиться, но это один из самых полезных продуктов, в котором содержится очень много витаминов, макронутриентов. Естественно, если вас прям воротит от печени, не надо специально себя ее толкать. Как бы надо, ну окей, можете не толкать. Но, а так, кушать надо хотя бы пару раз в неделю субпродукты. Ну, желательно, конечно, чаще. Это ваша обязанность, как ходить на работу. Также здесь ваша обязанность перед вашим организмом наполнять его, насыщать всеми нужными нутриентами. А яблоко после печени еще и улучшит усвоение железа из печени. Вопреки мнениям, что в яблоке много железа, на самом деле нет, там не гемовое железо, оно хуже усваивается, чем из мяса, но в нем есть витамин С, который поможет усвоению железа уже в мясе. Но, конечно, не стоит есть очень много яблок, потому что там, тем не менее, очень много фруктозы, простых сахаров. Но на самом деле перед этим приемом пищи я еще закинулся вот этим витамином С в форме аскорбат натрия, так что точно все усвоится. Папские обязанности.